Всем привет, дорогие друзья! В этом видео пойдет речь о проекте AVE Legacy, который сделали мои знакомые, собственно, организовали весь проект. Я расскажу об этом чуть позже, но вначале хотел пару слов о новоделе в мире увлечений ретро-компьютерами. Зачем вообще создавать в мире ретро что-то новое? Вот. На самом деле, да, есть такие моменты, в которых это просто становится необходимым. Люди создают либо реплики каких-то плат, которые уже совершенно невозможно достать. Это, например, какие-то интерфейсы, например, Roland MPU 401. Это очень большая редкость, и если вы найти, он будет там стоить сотни долларов. Так же, как и вот недавно сделанный проект Snack Beckett. Это реплика Sound Blaster 1.0. Отличный проект. Также как вариант делается какой-то новый функционал для старых ПК, которые позволяют им работать с современными какими-то девайсами и которые облегчают, так сказать, жизнь пользователям ретро-компьютеров. Это в основном масса проектов для XT компьютеров, такие как там XT-DE, вот, всякие там адаптеры для CF карточек, всякие переходники. Этим пользуются активно китайцы, так как очень много промышленного оборудования имеет шину ISA, а их накопители работают на IDE интерфейсах, которые уже просто выходят из строя просто физически из-за времени использования. При этом там владельцы бизнеса не хотят эти устройства менять, они их вполне устраивают. Еще один, так сказать, класс проектов — это проекты, которые расширяют функционал ретро-устройств, добавляют в них что-то новое или делают их универсальными. В этом очень преуспел наш соотечественник из Екатеринбурга, его зовут Антон. В определенных кругах на форумах он известен там с ником ZXC64. У него очень много проектов, связанных с Voodoo. Он там доделывал там на них всякие выходы цифровые, современные. Делал там Voodoo 1 Sly, это его тоже проект. Он там уровень компетенции и знаний его просто зашкаливает. И один из его проектов недоделанных был Reverse Engineering AVE64, это его воспроизведение, ну, соответственно, там уже с новыми какими-то плюшками и так далее. Вот, соответственно, группа единомышленников попросила у него этот недоделанный проект и довела его практически до ума. Вот, собственно, и прислали мне его как бы потестировать, сделать на него обзор и показать вам. Идея изначально была какой? На базе AVE64 создать практически идеальную плату Sound Blaster для ретро-игр. Вот, со всеми наворотами. То есть, вы сами знаете, у всей линейки звуковых плат от Креатива есть какие-то вещи хорошие, есть какие-то плохие. Они всем известны, там всякие там зависающие ноты в MIDI. Вот, это там всякие клиппинг и так далее. То есть это, ну, они описаны, всем известны, не буду я сейчас на этом углубляться. Также на каких-то платах присутствовали там выходы на MIDI-дочку, на каких-то нет, на каких-то, соответственно, были там расширения MIDI-банков, на каких-то не было, на каких-то нужно было городить симконы. В общем, все эти вопросы были собраны, консолидированы, сделан такой опросник на Вогонсе, чтобы вы хотели, чтобы было в идеальной вот звуковой карте. Этот опрос завершился, по ним сформировали такой, значит, лист технических требований к этой плате. Ребята там оценили бюджет, наняли там разработчика печатных плат, взяли вот эти моменты уже реверса и сформировали некое устройство, вот, да, вот, которое назвали вот этот проект AVE Legacy. Вот, и сейчас давайте мы его рассмотрим подробно, я вам расскажу, из чего он состоит и что на нем установлено. Итак, вот перед вами сама плата AVE Legacy. Как я и говорил, она сделана на базе вот этой платы CT4520. Видно, что расположение даже, да, там чипов приблизительно похоже. Вот, по размерам она гораздо больше получилась. Стандартные вот валы Sound Blaster AVE64, но поменьше, чем тот же Gold, да, Gold он больше по размеру. Вот, ну из-за такой просторной компоновки комплектующих в основном. Итак, из чего у нас эта плата, собственно, состоит? Ну, естественно, из самого креативовского чипа, который снимается с донора 4250 и чипа EMU 8000, это синтезатор, да, SoftSynth. Дальше добавлен UPL 3 оригинальный на ямаховском чипе, и вот его ЦАП, соответственно, стоит.
Здесь обвязка выходная, она сделана на качественной элементной базе, конденсаторы Nikon, здесь танталовые все конденсаторы. Вот в этой части у нас реализован MPU 401, это клон роландовского MPU 401, поддерживающего Intelligence моды. И реализован он на базе проекта HardMPU. Здесь в виде памяти распаян просто также SIM, который также с донора разбирается на 32 мегабайта FPM памяти. Вот. С обратной стороны у нас есть также часть памяти остальная стоит. У нас стоит джемпера, которые выбирают порт для MPU 401 и прерывания для него же, то есть стандартные 2.9, но также можно другие прерывания выбирать, как бы гибко конфигурируясь. Дополнительно еще MFBand перемычка, но это если вы хотите в DOS перехватывать MIDI сообщения через авиаутилу, все это дело повоспроизводить, но там как бы хромает так совместимость, ну, для развлечений, в общем. Вот, и это ямаховский OPL 3 включается, выключается на 388 порту вот этим свитчером. Работу всех этих узлов я отдельно продемонстрирую, покажу по разъемам, которые установлены для ввода-вывода. Вот здесь уже тема достаточно интересная. Вот это сервисный разъем, его не будет на релизных платах. Добавили, видите, разъем для Wave Blaster, это для MIDI дочки, который сюда встает, соответственно, от любого производителя совершенно спокойно можно добавить. И, естественно, вы понимаете, что раз мы добавили сюда Roland MPU, у нас на одной плате получилось два MIDI контроллера, то есть один это стандартный креативовский и один Роландов. У нас появилась возможность их роутинга, то есть управляемо направлять поток выходной MIDI данных куда-либо. Соответственно, добавлены две перемычки. Одна перемычка это для выхода Роланда, одна перемычка это для выхода креатива. Соответственно, мы можем выбрать, что креатив мы направляем сюда на геймпорт, а Роланд на Wave Blaster или наоборот. Вот. Единственное, что нельзя оба направить куда-то на один. Вот, можно один на один, другой на другой. И таким образом, подключив, допустим, к внешнему порту, допустим, Roland MT32, здесь спокойно поставить на дочке General MIDI какую-то дочку и с нее трафик с другого порта MIDI гнать именно на нее. И без всяких переключений, передергиваний шнурков очень удобно. Дальше добавили вход для PC-спикера. Для любителей подключать разъемы на корпусе добавлен разъем AC97 Audio. Он позволяет подключать те корпусные разъемы. Дальше у нас стоит линейный вход. Выход, как на голде, сделан левый и правый канал в аналоге. И добавлен SPDIF, на который у нас выходит звук CQM и EMU. Вот, собственно, все устройство данной платы. Теперь давайте покажу тестовый стенд и на чем это все будет тестироваться. В общем, в качестве тестового стенда у меня выступает сборка на Super Socket 7. Это материнка на Allel 1.5. Здесь простейшая видюха PCI-ная с сеткой включенной. Выса наша чудесная плата AV Legacy подключена. В качестве MIDI устройств у меня дочки сейчас нету в наличии. Я подключил у меня все внешние. Значит, это стандартный креативский шнур MIDI геймпорт. Выход с него подключен на MT32. И с разъема BPS MIDI идет подключенный на вот этот чудный ямаховский модуль. Вот, спасибо Сергею Ласточкину, вот благодаря его поддержке моего канала появился у меня вот такой вот MIDI модуль, и мы его в ближайшем видео рассмотрим. Вот, соответственно, проходящий насквозь MIDI сигнал приходит сюда в General MIDI, здесь выход звука приходит в линейный вход. В принципе, все. У нас таким образом получается поддержка на одном выходе с роландовского MPU MT32 и ямаховского General MIDI модуля. Вот такая вот красота. Соответственно, все это я буду включать и в разных режимах вам показывать. Ну и давайте все включим эту красоту. Roland, Yamaha и чудо-комп. При включении видим, что приходит сообщение на MT32 Hard MPU.
Ну а Yamaha, поскольку она не понимает вот это MIDI сообщение, она пишет illegal data. Ну, у нас как бы сквозное идет подключение через NT32, на него можно не обращать внимания. И чем мы начнем тут подробно все это щупать в DOS и Windows, именно функционал, давайте посмотрим, как подготовить систему к использованию нашей карты. В общем, она как бы у нас все как и оригинальный креатив Plug and Play, поэтому здесь ничего резервировать нам не надо. Старые настройки желательно обнулить, вот этот Reset Configuration Data поставить. И самое главное, что нам нужно, это освободить второй ERQ, это для роландовского MPU 401. Он именно на втором или на девятом работает, но все старые игрушки в основном определяют его именно на втором ERQ. И если у вас это будет на каком-нибудь другом стоять, в общем, это будет как бы некорректно приводить к некорректной работе некоторых старых игр. Что использует второй ERQ? Это система вот этого Power Management, CPI так называемую, ее надо отключать, она именно занимает второй ERQ. И еще в Integrated Peripherals, чтобы не маячило, отключите на всякий случай. Это второй COM-порт и параллельный порт, если вы хотите использовать старый RQ7 для досовских игрушек. Ну, есть которые там единицы, буквально 7 используют, но, в общем, освободите его. Я не думаю, что вы используете второй COM-порт или принтер у вас какой-то древний подключен к этому ретро-компьютеру. Вот, на этом, в принципе, все. Можно сохраняться и идти щупать Windows. В избежании там всяких головных болей лучше всего Windows настраивать систему без установленной этой карты. Вот, либо же установить с этой карты, но потом зайти в устройство и удалить оттуда все звуковые устройства, которые там нашлись. Они будут с конфликтами наверняка. Windows какие-нибудь свои там драйвера будет подсовывать. Это нам не нужно. Вот, поэтому удаляем оттуда все. С Vogon скачиваем оригинальный сошник для AVE64 Value. Вот, распаковываем его просто на диск, идем в папку CTRAN и запускаем приложение CTRAN. У вас запускается стандартный установщик, все устанавливается совершенно без проблем, находится устройство креативские, просит перезагрузить, перезагружаете. Вот, у вас появится вот такой вот список устройств, но без вот этого MPU 401. Роландовский MPU, он не plug and play, чтобы он нашелся в системе Windows, если вы там будете MIDI файлы именно проигрывать на этом интерфейсе. Вам нужно будет зайти сначала в конфигурацию ресурсов и убрать галочку автоматической настройки и сделать таким образом, чтобы у вас MIDI порт звуковой платы, именно Sound Blaster, был 300. Потому что Hard MPU должен быть у вас на 330 порту. Это обуславливается тем, что, допустим, выход на MIDI-дочку, да, который вы там будете адресовать с этого порта как вариант, вот, он будет использоваться для более поздних там DOS игр, и никаких проблем там с выбором порта нет. Вот. А именно в старых играх в них просто прошит этот 330 порт для роландовского интерфейса, и вы его там нигде изменить не сможете. И чтобы не было проблем, для Роланда оставите 330 дефолтный, а General MIDI всякие дочки оставляете, сажаете именно на 300 порт. После этого идете в панель управления и выполняете поиск устройств, установку устройств. Где же они? Здесь. Вот, идете в установку. Вот, идете в панель управления, запускаете установку оборудования, и здесь как раз идет поиск не plug and play устройств. И результатом поиска и установки у вас будет появление в системе вот этого MPU 401 Compatible порта. В свойствах, конечно, можно найти, что он будет тут использовать и 9 RQ, и немного не тот порт. Для вас это не принципиально, не обращайте на это внимания, вам это все не нужно. Он будет в любом случае работать. Куда, на какой порт будет работать, можно выбрать вот здесь обязательно в мультимедиа. В настройках в MIDI мы идем и выбираем, значит, MIDI Out AVE64. Это именно тот 300 порт. Ну, подразумевается, что вы там выставили перемычку на MIDI-дочку, воткнули туда General MIDI MIDI-дочь, и она у вас будет отыгрывать, если будет выбран вот здесь MIDI Out. MIDI Sync 620 это именно выход на EMU 8000. Это если вы будете играть через там загружаемые банки, сейчас мы к ним вернемся.
Вот, Creative Music Synth это по сути аналог OPL3, это CQM креативский, и через MIDI маппинг он играет здесь на нем ужасными звуками. Вот, и Roland MPU 401 это у вас пойдет на тот самый роландовский MPU 401, который поддерживает Intelligence моды и прочие там приятные оригинальные плюшки Роланда. Сейчас нас интересует, как же все-таки отрабатывают банки. Давайте посмотрим. Мы идем в стандартную группу программ, которые устанавливаются при установке драйверов. Заходим в утилиту AV Control. И здесь спокойно вот смотрим. У нас здесь, видите, 28 мегабайт памяти. Ну, там стоит 32, но адресовать креативская плата может только 28. И вот это 28672 килобайта это максимальный объем банка, который мы можем, ну, или вот General User, давайте попробуем. Вот его объем, там 26 мегабайт. Нажмем ОК и Apply. Все, он его сейчас будет загружать. Загрузка занимает продолжительное время, все-таки интерфейс не быстрый, но и сама механика загрузки не позволяет там, чтобы этот быстро этот банк туда влетел в память. Ждем. Так, ну и вот у нас банк загружен. Теперь мы спокойно можем выбрать какую-то медишку и попробовать ее запустить. И вот у нас все воспроизведение идет именно через MIDI банк, который мы загрузили. Ну и тут у нас открывается там широкое поле возможностей по экспериментам с разными нашими DOS-играми и использованием разных банков с разными играми. Ну, я просто покажу для примера, для демонстрации, что все работает. Ну, давайте вот стандартно запустим Doom. В сетапе нашей DOS-игры выбираем, что General MIDI на 300-м порту, то есть креативовском. Звуки выбираем стандартный Sound Blaster. Вот, и все у нас отрабатывает вот именно на том MIDI банке, который мы загрузили на большом, то есть с прекрасным там звуком. Вот, этих банков превеликое множество на просторах интернета. Вы можете сами выбрать тот, который вам больше по звучанию нравится, и гонять ваши любимые DOS-игрушки вот с таким вот MIDI-музоном классным. Вот, но не только ради этой одной функции все затевалось, поэтому идем смотреть дальше. Если при этом запуская там из-под Windows DOSBox мы для MIDI выберем 330 порт, который мы оставили для контроллера Roland, и на котором у нас висят внешние MIDI модули, то вот, и выбрав 330 порт, у нас будет играть уже не MIDI банк, а полноценно внешнее устройство. Вот вам на текущем примере. Ну и давайте перейдем к второй части видео, к большой. Это работа карты именно в DOS. По поводу инициализации карты. Вы можете оставить как стандартный вариант, ну, всем известным креативским методом, через вот папочку из B16 набор драйверов, через TCM утилит, который инициализирует. Можно через программу Unisound. Это уже такая более поздняя самодельная программа. Она универсальная для многих карт, написана и для креатива в том же. У нее еще куча всяких возможностей, к которым мы вернемся чуть позже. Значит, вот здесь на самом деле блок не QMM, он к QMM отношения никакого не имеет. Просто для примера здесь инициализация фигурирует через стандартные драйвера креатива, вот через CTCM. Утилиту диагноз с ключом S, AVUtil, здесь задаем значение реверберации хора, ну, по 30 обычно ставлю, более такой сочный звук получается. Вот, и здесь инициализируются параметры микшера. Здесь ниже также у меня то же самое, но инициализируется через утилиту Unisound. То есть все гораздо проще. Сама карта вот этой командой Unisound C1 инициализируется. И все, вот это все у меня закоменчено. Вот, как бы не используется. Какие плюсы в Unisound? Никакого головника, нет с установкой, просто запустили эту программу. Она можно с вопросиком запустить, там достаточно подробный help, написано, как все инициализируется. Вот. Ну и все, получаем вполне себе рабочий Sound Blaster, который у нас совершенно спокойно работает. Вот, допустим, совместимый с тем же какими-то старенькими
музыкалками. Сейчас я вам покажу. Смотрите, на примере, допустим, модов, да, это Fast Tracker, всем известная легендарная программа. Вот, и здесь, в частности, сэмплы загружаются именно, ну, сэмплы модов загружаются именно в память. Вот, если мы зайдем в конфиг, смотрите, здесь у нас sampling device Sound Blaster указан. И также output device Sound Blaster, частота дискретизации максимальную, нам на 44 кГц. Ну и смотрите, давайте зайдем в Disk Operations и для примера загрузим какой-нибудь там здоровенный модуль. У нас есть вот на 9 мегабайт. Обратите внимание, сразу у нас сколько отожрется памяти из 32. Вот, смотрите, available становится на столько 22 мегабайта свободной памяти на Sound Blaster. То есть он все сэмплы в нее успешно загрузил и вполне себе прилично играет. Но этот мод не самый лучший пример, наверное, потому что звук в нем достаточно тихий. Да, здесь стоит Hi-Fi операционник Oppo 1644. И играет он очень чисто и очень классно. Давайте пойдем к более интересной части, к игрушкам, которые у нас с Роландом, да, работают. У меня стоит К6-2 на 450 МГц, поэтому, чтобы у нас все это заработало, нужно будет подзамедлить комп, задизейблив кэш L1, иначе у нас будет тут просто сыпать ошибки. Вот, и давайте запустим PolisQuest 3 для примера, который у нас активно загружает и сэмплы, и пишет разные там надписи на экранчике. Ну и запускаем. Ну и как же мы можем обойтись без классики? Ну и, соответственно, поскольку у нас на одном интерфейсе висит два синтезатора, для того, чтобы у нас корректно отыгрывал General MIDI, нам нужно будет выключать звук на MT32 и включать его на General MIDI синтезаторе. В нашем случае это ямаховский MU. Сейчас я делаю настройки на Descent 2 и попробуем его запустить. Звучит и играется у нас все абсолютно прекрасно. Также благодаря раздельным интерфейсам и отдельному роландовскому интерфейсу для MIDI, для General MIDI, для LA формата, у нас пропадает известная проблема в том же Duke Nukem, когда мы при использовании MIDI и Sound Blaster не могли выбрать частоту дискретизации больше там, по-моему, 16 кГц. Вот, здесь мы совершенно спокойно можем на максималке использовать там 16-битный миксинг, стереосаунд и 44 кГц дискретизации. Вот, больше 11 кГц, по-моему, нельзя было поставить. Вис, короче, вис. Здесь у нас совершенно нет никаких проблем. Ничего не зависает и все отлично работает.
Также известная проблема демоклиппинга, она в Prince Percy присутствует и особо слышна, когда сэмплы воспроизводятся из памяти и передаются там по DMA, присутствуют щелчки характерные. На Prince это очень заметно, когда он ходит, он такой пок-пок-пок прям слышно. Здесь у нас ничего такого нет, карта отрабатывает отлично. То есть нет никакого клиппинга, все супер прекрасно. Вот, и что касается формата ADPCM, который используется, например, в Duke, да, у нас тоже все замечательно отрабатывает, и все звуки у нас слышны прекрасно. Ну и давайте расскажу теперь об интересной теме. Это вот отдельному PL3, который у нас распаян на этой плате. То есть для того, чтобы получить оригинальное звучание ямаховского чипа в старых играх. Мы все отлично знаем, что на AV64 прям вмонтирован жестко CQM, это так называемый уже клон креатива этой технологии. Чтобы не платить лицензионное отчисление Yamaha, креатив сделал там свой CQM, который звучит в некоторых местах исключительно мерзко. Для того, чтобы мы это все дело не слушали, вот, мы на плату интегрировали UPL3. И видели там на обратной стороне платы, когда я делал обзор на плату, есть джампер, который его активирует. Вот. По умолчанию порт UPL3 это 388 порт. Мы не можем одновременно допустить, чтобы играли и CQM, и UPL3, так как система зависает, просто все, которые игры используют AdLib, они зависают. Поэтому нам каким-то образом надо убрать CQM, но CQM неразрывно связан с EMU 8000, с MIDI-синтезом в AV64, и мы не можем взять его как-то задизейблить. Вот он привязан еще также к порту Soundbuster 220. Вот, и для этого нам понадобятся всякие ухищрения. Вот. Ну, в дальнейшем, соответственно, плата будет комплектоваться набором драйверов, никаких там танцев с бубном не надо будет, который я сейчас покажу, но в частности нас спасает здесь вот та самая альтернативная программа. Unisound прекрасно позволяет нам делать альтернативные параметры вот в функции setBlaster, и в частности мы можем здесь управлять портом встроенного CQM креативовского и переназначить его. То есть идея понятна. Мы не можем изменить порт распаянного на плате UPL3, вот, но мы можем изменить CQM. Мы можем это делать совершенно на лету, не прибегая ни к каким там сложностям. Например, сделал вот такой батник. Смотрите. Первая строчка это Disabled в системе Plug and Play карту креативскую нашу. Вот здесь прописан альтернативный параметр F398 для CQM. То есть у нас CQM переезжает вместо дефолтного 388 порта на 398 порт. И здесь мы снова инициализируем нашу карту. При инициализации Unisound смотрит на параметры переменной Blaster и именно по ним выставляет значения. Давайте запустим, смотрите, что получается. Запускаем нашу программулину. И вперед. У нас получается, смотрите, что OPL переехал на 398 порт. Все остальные значения остаются лишь сами. 220 порт, MPU висит на 300 порту, RQ5, DMA 1.5. Все, ничего не поменялось. AV-Synth 620. Вот, также, ну, можем здесь в строке задавать здесь параметры уже непосредственно звука. Вот, и здесь немножко я вам расскажу о разводке устройств внутри на самой плате. Мы знаем, на плате присутствуют разъемы для Line-In, для CD-In. И если мы зайдем в миксер, в Sound Mixer Control, это входит в стандартный набор драйверов креатива. Смотрите, какая ситуация. На вход CD, вот, на вход CD-in у нас заведен Wavetable, который дополнительно распаян у нас на плате для MIDI-дочек. Вот именно звук аналоговый с MIDI-дочек будет попадать вот сюда и регулироваться здесь. И микшироваться с тем звуком CD, если он у вас есть по аналогу подключенный к плате. Вот, вход MIDI. Здесь на нем играет именно CQM и EMU 8000. Они нам в DOS не нужны, будут отключены. Вот, а сам OPL3, он заведен вот сюда, на линейный вход.
И именно здесь, вот на линейном входе, у нас внешний MIDI, допустим, может заведен, они будут микшироваться и попадать на выход карты. Вот, и, соответственно, громкость OPL3 определяется вот здесь. Соответственно, если вы здесь в output отключите там line или CD, вы останетесь там или без wavetable, либо без звука OPL. Соответственно, CQM у нас сейчас на другом порту, он не играет. Громкость line-in мы подняли. Сохраняем настройки и смотрим на примере Туриана в сетапе, где отлично слышится в музыке разница между CQM и OPL3. Вот, выбираем. Вот смотрите, SB16 AVE, который синт сейчас мы выключили, он не играет. Он тишина полная. И если мы включаем FM Sound, вот, мы прекрасно слышим, что играет у нас OPL3. Это вот в натуральном виде OPL. Вы можете слышать некоторые наводки, да, которые, у меня все-таки открытый стенд, никакого заземления нет, и все провода тут в куче переплетены, поэтому в нормальных условиях ничего такого у вас не будет. И давайте тогда под конец пройдемся по классическим старым игрушкам и послушайте, как вот играет именно оригинальный PL3. Давайте вот Dune 1. Ну, по моему мнению, сугубо вот звук OPL на такой карте, вот, он очень чистый. Я думаю, что все-таки это на старых картах играло, типа, знаете, Sound Blaster Pro, и вот он должен вот таком вот уровне быть. Вот, но это, опять же, субъективное восприятие, а не объективное. Смотрите, вот в Wolf, и здесь определяется именно не по порту от либо, да, а по Sound Blaster, по наличию Sound Blaster на 220 порту. И уже после этого, видите, Adlib не определился как отдельная карта. Но тем не менее, все прекрасно отыгрывает. И при этом отыгрывает спокойно и FX звуки, и музыка, которая играет через APL. Он же, читая Adlib. На времени как же без них? Ну и напоследок я у своей многочисленной аудитории по просьбам разработчиков хотел бы озвучить несколько вопросов. Вот вы их видите на экране. Если вы можете что-то по ним ответить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это поможет улучшить данный проект, сделать его как бы лучше. Вот, потому что как бы коллективное сознание, оно всегда лучше. Также, если у вас есть какой-то совет ценный, пишите тоже в комментах, мы обязательно его учтем. Автору самого ценного коммента мы обязательно выдадим какой-нибудь скидочный купон. Сразу предвосхищая вопросы, где приобрести такие карты или там стать в очередь, пока нигде. Следите за тредом на Vogons, ссылки будут в описании.
описании под видео. Там весь текущий статус проекта сейчас как бы отражен. И когда все это будет в каком-то там состоянии уже финального заказа, уже будут приниматься какие-то заказы уже на эти платы. Естественно, часть там уйдет какие-то предзаказы, часть уйдет там, соответственно, на eBay, потому что люди вложили достаточно большие деньги в этот проект, они тысячами долларов исчисляются, чтобы все это разработать и произвести. Поэтому какая-то отдача от этого проекта в любом случае должна быть, хоть и небольшая, потому что на самом деле альтруизм — это хорошо, но как бы деньги заработать тоже людям надо. Также для тех, кто любит почитать, в описании я прикреплю ссылку на статью по разработке этого устройства. Можете также ознакомиться, там много всяких технических нюансов интересных, почитайте. Вот. Ну, а я, соответственно, уже, наверное, закончу. Разглагольствовать в конце, как всегда, демо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока, до новых встреч.